привет! Вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И сегодня, вопреки всему, несмотря ни на что, я буду вам рассказывать об одном из девайсов от Яблока, который у меня уже больше 1,5 лет. Вот, допустим, у меня Apple SE 2 2022 года уже, наверное, месяца 3. iPhone 14 Pro Max месяца 4. На 13 Pro Max, благо, я сделал обзор, хотя это было очень давно. И 14 Plus тоже больше 4 месяцев. На все это обзора я не делал. Вот примерно та же история с MacBook'ом, который вы сегодня увидите. Сразу, почему M1, а не M2? M1 у меня на руках, M2 я еще не покупал, и M1 на руках больше 1,5 лет. Им пользовался я, сейчас пользуется мой оператор, и этот ноутбук фактически является чем-то революционным в том, что производила Apple на ноутбуках. Почему? Потому что рендер там просто фантастический, вы можете монтировать вообще без каких-то проблем. Потому что тачбар, который сказали, что выпилят в следующей версии, не выпилили, а допилили фактически, то есть тачбар стал удобным, потому что трекпад с моторчиком под ним как был лучшим, так и остался, потому что клавиатура классная и потому что это устройство, несмотря на то, что оно на $200 дешевле, чем M2, его можно уже купить в 2 раза дешевле на вторичном рынке. Стоит ли это дело покупать? Что произошло с этим ноутбуком за 1,5 года, которым я им пользуюсь, вот вы сейчас и узнаете. По большому счету ничего не поменялось, это как была рабочая машина, так и осталась. Она не основная сейчас, основной не была, все равно стационарный компьютер. MacBook по мне, лично мне, не заменяет это менее удобно и менее мощно. С одной стороны. С другой стороны, более комфортного для работы устройства, которое можно перевозить и которым можно пользоваться вне дома, по мне придумать довольно сложно. Что там и как, смотрим. Распаковка. Поставляется данная модель в белой коробке из плотного картона. Упаковка в минималистичном стиле, что свойственно для Яблока. На ней есть название, изображение модели и, конечно же, краткие характеристики. Пакинг отличный, все составляющие комплекта надежно упакованы. В комплекте мы имеем сам MacBook Pro, блок питания на 61 Вт, 2-метровый кабель для зарядки с USB Type-C на USB Type-C и руководство пользователя. Ноутбук упакован в защитную пленку, габариты устройства 304 на 212 на 15,5 мм, а вес для подобного устройства просто отличный. 1 кг 400 граммов. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 7 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, там всегда море интересного, сейчас много промокодов на наш ритейл. Телеграм-канал взаимопомощи, нас там уже 14 тысяч человек, и мой личный телеграм-канал, где мы обсуждаем, что купить, как купить и какие результаты тестов у разных девайсов до обзоров. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме. Перейдем же к ноутбуку. Сразу отмечу, что обзор построен на моем личном опыте. Я использовал данный MacBook как рабочую машинку для монтажа, обработки фото, для текстовой работы и не только. Плюс еще, разумеется, опыт моего оператора Игоря. Я ему его после того, как я им наигрался за полгода, отдал, и сейчас работает на нем он. Я работаю на Alienware. Обзор на который вы можете посмотреть на канале, притом стараюсь найти замену MacBook Pro, скорее всего, не найду и куплю новую реинкарнацию на M2. Разумеется, он предназначен и для других сценариев использования, но в первую очередь, конечно же, у моих друзей MacBook Pro работает как машинка для монтажа. Дизайн MacBook Pro 13 M1 2020 года, как и у многих устройств от Яблока, стильный и аккуратный. По эргономике и дизайну данная модель лично, как по мне, топ. Расцветок на выбор только 2, это серебристый и серый космос. Конечно, скудновато, но в любом случае можно докупить другого цвета защитный чехол. Корпус выполнен из алюминия, который пригоден для вторичной переработки по заявлению производителя, и то, что подобные компании придерживаются эко-политики, давно не новость. И, разумеется, все это про деньги, а не про эко. Также есть элементы из пластика, корпус матовый, не сказал бы, что марки, только глянцевый логотип Apple очень маркий. По сборке, как и по качеству материалов, вопросов к данному ноуту нет. Открыть одной рукой, разумеется, можно без проблем, что стандартно для MacBook'а. Не зря называют это тестом на MacBook, и это очень удобно. Ко всему, из-за 4 антискользящих ножек он не скользит по поверхности при открытии. На корпусе расположили 2 USB Type-C версии 3.1 Thunderbolt разъема и разъем на 3,5 мм для аудиоустройства. Это хорошо. В комплекте на процессоре Intel доступно уже 4 USB-C. Отмечу сразу, что один разъем однозначно часто будет со зарядкой, так что вычитаем один разъем. Нехватка портов лично у меня была только в случае, когда я подключал MacBook к внешнему монитору. В остальных случаях, в принципе, их хватало. Плюс мы можем концентратор все время
внешне подключить и пользоваться, получается, несколькими портами. Далее мы имеем два стереодинамика с поддержкой Dolby Atmos, которые расположили по бокам от клавиатуры. Звучат они прямо очень хорошо, громкости достаточно, звучание качественное, но для монтажа я все равно подсоединял полноразмерные наушники по кабелю, а для всего остального их более чем хватает. Также отмечу, что есть 3 направленных микрофона с поддержкой записи аудио студийного качества. У Яблока всегда со звуком все хорошо для записи. Вспоминаем их супер топовые обычные проводные наушники, на которые половина подкастов мира, наверное, записана. Конечно, не все так радужно, но, к примеру, если нужно наложить аудиодорожку с вашим голосом для какого-то короткого ролика, в целом микрофоны хорошие. Главное записать в тихой обстановке. Для звонков микрофоны однозначно отличные. Кнопка питания имеет встроенный датчик Touch ID. Можно завести до 3 отпечатков пальцев, но плохо, что можно завести один и тот же отпечаток несколько раз. Сканер отрабатывает отлично, но вот Face ID в данной модели нет. Что касается Magic Keyboard, она имеет подсветку, которую можно настроить через Touch Bar, и 65 клавиш с раскладкой США. В нее входит также 4 клавиши со стрелками. Ход клавиш хороший, постукивание тихое и приятное. Печатать на MacBook удобно, лично у меня никаких проблем не возникало с набором текста. Настроить работу клавиатуры можно, к слову, клавиши F1 и F2, а остальное отображается, если нажать кнопку FN. Далее есть трекпад Force Touch, который расположили по центру с поддержкой распознавания давления, нажатия с усилием, ускоренные действия, рисование с учетом силы нажатий и жесты мультитач. Трекпад удобный и большой, его размера 131 на 82 мм. Настроить его работу также можно в системных настройках. К слову, я докупил оригинальную мышку от Apple Magic Mouse 2. Честно говоря, это самая неудобная мышка, которой я пользовался. Конечно, к ней можно привыкнуть, но порт для зарядки спрятан прямо на дне мышки. Как можно было до такого додуматься? Разумеется, заряжать неудобно. Сама мышка в руке лежит максимально неуверенно. Лично у меня. Напишите, может быть, у вас какие-то другие ощущения от этой мыши. Далее, из интересного это то, что к чему действительно нужно привыкать, это Touch Bar. Многофункциональный сенсорный экран, предназначение клавиш меняется в зависимости от запущенного приложения. К примеру, в браузере будут отображаться превью открытых сайтов, при звонках можно будет отклонять или принимать вызовы и не только. Я Touch Bar'ом пользуюсь редко, хотя по факту он неплохо ускоряет процесс работы. Повторяюсь, к нему нужно привыкнуть и изучить его. Хотя бы изучить его функционал в программах, в которых чаще всего используется MacBook. Последнее, о чем я расскажу, прежде чем перейти к экрану, это встроенная камера FaceTime HD на 720p. Хотя говорить о ней в целом нечего, обычная камера, которая подойдет для видеозвонков, конференций и подобному. Качеством она не блещет, но и не супер плохая. MacBook Pro 13 M1 2020 года оснащен дисплеем Retina с диагональю 13,3 дюйма с подсветкой LED и технологией IPS. Разрешение 2560 на 1600 пикселей, плотность пикселей 227 ppi, экран глянцевый, не матовый. Не скажу, что пользоваться экраном было проблематично, так как яркость 500 кандел на метр квадратный. И в комнате, в которую попадает солнечный свет, в целом пользоваться MacBook'ом можно. Если хочется меньше бликов и отражений, можно купить матовую пленку. На борту также есть датчик внешнего освещения, автояркость отрабатывает отлично, подстраивается она под освещение корректно. Помимо этого имеется технология True Tone, цветовой охват 100% DCI-P3 и практически равен 100% sRGB. Цветопередача отличная, лучшая, которую я встречал. Для работы с изображениями, фотографиями, цветокоррекцией и так далее использовать одно удовольствие. То же самое могу сказать и о просмотре фильмов. Настроить экран, интерфейс и все, что необходимо, разумеется, можно. Минус только в диагонали экрана, так как за 13 дюймами не совсем комфортно монтировать. Да, с фото работать можно без проблем, но не с видео. Хотя многие мои знакомые блогеры монтируют и на этих 13 дюймах, и проблем у них нет. Поэтому я еще докупал внешний монитор. К слову, у меня также на него был обзор на канале. Huawei-овский. MacBook Pro 13 M1 2020 года поддерживает только один монитор с максимальным разрешением до 6К и частотой обновления экрана в 60 Гц. Перейдем к внутрянке. Установлен здесь чип M1 ARM 8-ядерный с 4 ядрами производительности и 4 ядрами эффективности. Максимальная частота которого 3,2 ГГц, 8-ядерный графический процессор и 16-ядерная система Neural Engine. Оперативная память LPDDR4X на выбор 8 или 16 ГБ, а SSD-накопитель можно выбрать 256, 512, 1 ТБ или 2 ТБ. Апгрейдить, к слову, данную модель нельзя, что неудивительно. Может быть только в сервис-центрах, напишите, если знаете. Имеется поддержка Wi-Fi 6 серии, Bluetooth версии 5.0. Ну, вспоминаем, что это ноутбук 2020 года, ничего удивительного. Система охлаждения отрабатывает отлично, ко всему он тихий. Операционная система на данный момент macOS Ventura 13. Отмечу, что можно накатить операционную систему Windows, но не все так просто, учитывая чип M1. Хотя, опять же, мои знакомые пользуются им на винде. Я нет. Встроенный литий-полимерный аккумулятор емкостью 58,2 Вт-часа. Полный цикл зарядки у меня занимает 1 час 35 минут. При просмотре видео Full HD качестве со средней яркостью MacBook проживает 13-14 часов. Мне время автономной работы более чем достаточно. Считайте,
представляете, это очень долгий перелет. Я не подкидываю постоянно этот ноутбук к зарядке, но на данный момент у меня он служит только для обработки фото и работы в браузере. Как машины для монтажа он пока не используется. В играх его надолго не хватает, около 3 часов, не больше. MacBook Pro 13 M1 2020 года показал себя в играх не лучшим образом, но меня не особо устройство интересовало для игр, потому что он не про игры. Я делал упор на работу с видео и фотоконтентом. Если в двух словах, то рендер проекта, в котором видео, снятое на iPhone в 4К 60 FPS с кодированием H264 и общей продолжительностью ролика около 10-13 минут, дается MacBook'у без проблем. Отмечу, что он еще не перегревается и рендер занимает до 15 минут, что очень круто. Разумеется, без графики. Также дела обстоят с роликом в 25-30 минут, видео, снятыми на другие смартфоны. Даже видео, снятое на Sony FX3 в 4К, он справляется хорошо. Разумеется, можно сравнивать его с прошлыми моделями или моделями на процессоре Intel, и в каких-то случаях MacBook M1 выигрывает с большим отрывом, а в некоторых моментах его результат не столь впечатляющий, но на порядок выше, чем у прошлых моделей. В оптимизированных приложениях и, так скажем, с родными файлами Apple данный MacBook показывает себя куда лучше, чем, к примеру, в приложениях, где используются файлы, которые не оптимизированы под чип M1. Перейдем же к тестам. В Geekbench 6 MacBook 13 Pro M1 показал отличные результаты. К примеру, в CPU Benchmark он выдал в одноядерном тесте 2360 баллов, в многоядерном 8561, Metal Score 32 тысячи, OpenGL Score 20 тысяч, Blackmagic Disk Speed показал стандартный результат для подобного SSD-накопителя, запись 2917 мегабит в секунду и чтение 2959 мегабит в секунду. Минусы — это глянцевый экран, время автономной работы отличается от заявленного, некоторые iOS-приложения могут работать некорректно, и, разумеется, этот ноутбук не про игры. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Напоминаю, что сейчас много всяких приятных предложений на наших российских площадках. В телеграм-канале скидок можете посмотреть. Параллельный импорт все-таки иногда делает устройства дешевле, особенно когда они из США, правда? Не забудьте подписаться на телеграм-канал Взаимопомощи, скидок и мой личный телеграм-канал. Ну и, разумеется, на YouTube и написать в комментах, что бы вы еще хотели увидеть на обзор. И резюмировать я хочу довольно просто. Вот смотрите, вот здесь на M1 у меня iPad Pro. Здесь у меня iPad Air, на который я так и не сделал обзор. Здесь iPhone 14 Plus, который тоже является классным устройством, но на который все еще тоже не вышел обзор. Яблочные девайсы, по мне, это вещи, которые покупают люди, которые знают, что им надо. И я сейчас не говорю о людях, которые бегут и говорят, что мне вот нужен новый iPhone железный. Я говорю о людях, которые приобретают эти устройства для того, чтобы работать. И если вам необходим ноутбук для того, чтобы использовать его для работы, именно в средах монтажа, в средах цветокоррекции, в работе в, не знаю, браузере с бесконечным количеством вкладок, там 200-300 штук. Лучшей штуковины, по мне, вы, может быть, не найдете. Может быть, вы предоставите мне какую-то альтернативу в комментариях, потому что, по большому счету, реально этот ноут купить в очень хорошем состоянии в районе 60 тысяч рублей. Что за 60 тысяч рублей купить, чтобы это дело не тормозило в бешеном количестве задач, я не знаю. Можете написать в комментариях, что вы думаете о данном устройстве, если у вас MacBook, разделяете ли вы мое отношение к нему, потому что эта штука реально на года 4-5, то есть вы покупаете такой ноутбук, если новый, его вам хватит на 5 лет работы, это минимум, если не на 7-8. Многие блогеры обещали, что батарея будет деградировать через год вместе с SSD. Ничего не случилось. Другие говорили, что уберут тачбар. Его не убрали. Третьи говорили, что ничего не будут оптимизировать под этот ноутбук и под этот процессор, под эту архитектуру. Основное количество программ оптимизировано. И вот так выглядит обзор на устройство, которое больше года в работе. Я уверен, что будет еще работать у меня года 2-3 в команде. Девайсу, да, не забудьте написать, интересно ли вам, чтобы мы, допустим, купили Mac Mini или, может быть, реально стационар от Mac и рассказали вам. Единственное, конечно, жалко, что яблочки не делают устройств для игр. Но, может быть, рано или поздно мы дождемся, и тогда будет что обозревать. Всем спасибо за просмотр. Девайсу, повторяюсь, да. Добра и удачи вам, дорогие друзья.